Я всегда призывал к воздержанию, но сегодня расскажу о том, кому воздерживаться лучше не стоит. Хотя воздержание подходит абсолютно всем, есть категории мужчин, которым оно уже не поможет и даже противопоказано. Я всех приветствую. Вы на канале «Путь к себе». Врачи говорят, что воздержание вредно. Сколько раз я это слышал. Сколько бы я ни просвещал тему полового воздержания, всегда найдется категория мужчин, которые боятся воздерживаться или просто не хотят. Они оправдываются псевдоврачами, мол, если воздерживаться, будет воспаление простаты, будут застои, мастурбация стимулирует простату. Честно, вы уже задолбались со своими врачами. Эта тема старая и скучная, как скрипучий баян. Такие мужчины всегда ищут оправдания, вместо того, чтобы развиваться. Они видят, как другие растут, и вместо того, чтобы радоваться и меняться, пытаются унизить, облить грязью, обесценить. Это способ самоутвердиться, не более. Мужчина, который действительно практикует воздержание, никогда не опустится до оскорблений и унижений других. Если человек пишет злые комментарии, это означает одно: не могу сам достичь, значит буду унижать других. Не верите? Почитайте комментарии под любыми видео о воздержании. Там масса сообщений с оправданиями похоти и анонизма. И это только цензурные, ведь те, что с матами, YouTube удаляет. Вы думаете, что ваши оправдания кому-то важны? Вы сами выдаете себя своими мыслями и словами. По таким комментариям сразу видно, что мужчина подсажен на анонизм. И это подтвердит любой, кто хотя бы раз серьезно воздерживался. Вы ведете себя как низший слой населения, который вместо развития ищет повод продолжать деградировать. Хочу сказать прямо: продолжайте теребонькать. Что вы тут забыли на канале о воздержании? Если вам открывают глаза, а вы не хотите слышать, оставайтесь в своем болотце. Для вас воздержание противопоказано. Оно только навредит вашей картине мира. Продолжайте сливать хоть по 5 раз в день, если вам так нравится. Некоторые даже сравнивают семя с походом в туалет. Серьезно? Если для вас семя равно фекалии, тогда воздержание действительно не для вас. И на этом канале вам нечего делать. Задайте себе вопрос: для чего вообще задумано семя? Ведь из него рождается новая жизнь. Ты не выливаешь кровь по 100 мл каждый день просто так, правда? Энергию можно сублимировать, направить в развитие, творчество, спорт, карьеру. Но если ты оправдываешь постоянный слив, значит ты не хочешь взять ответственность за свою жизнь. Ты просто зависим и прекрасно это знаешь. Это как с алкоголем. В компании, где все пьют, тебя не понимают, если ты трезвый. «Ты что, нас не уважаешь?» – говорят они. Серьезно? А должно быть наоборот? То же самое и с похотью. Если ты оправдываешь анонизм, тебе воздержание не поможет. Воздержание начинается с головы, с убеждений. Пока ты не меняешь мышление, ничего не изменится. Меняешь убеждения? Добро пожаловать в практику воздержания. Не хочешь? Продолжай как раньше. Еще одна избитая тема – воздержание вызывает воспаление простаты. Кто это придумал? Дрочеры со стажем. Я не слышал ни одного воздержанца, который бы сказал: «Я воздерживался, и у меня воспаление простаты». Наоборот, проблемы возникают у тех, кто воздерживается неправильно, трогают себя, смотрят возбуждающие ролики, но не сливают, создавая только лишнее напряжение. Так делать нельзя. А воспаление простаты на самом деле чаще возникает у тех, кто теребонькает по 5 раз в день. Почему об этом не говорят ваши врачи? Вы же не грузите поджелудочную железу каждый день жареной и жирной едой, правда? Хотя, может, и грузите. Если не согласны, ваше дело. Продолжайте дрочить. Только потом не удивляйтесь последствиям.
Мне остается только пожалеть. Воздержание – это для тех, кому девушки не дают. Старая пластинка. На самом деле, мужчины на воздержании часто не заводят отношения осознанно. Им не нужны эти игры. Эти дают, не дают. Лично мне в период воздержания это не нужно. У меня нет проблем с девушками. Я с ними спокоен, без вожделения и без лишних ожиданий, потому что знаю, при каждом акте отдаешь часть своей энергии. От постоянных сливов мужчина становится мягким, плюшевым, где тогда сила духа, уверенность, мужественность. Хочешь узнать больше? Подписывайся, ставь лайк, оставляй свой комментарий. В следующем видео я расскажу еще больше. Всем пока!